Доброго утра! Вышли с Белочкой вот прогуляться и рассказать вам, что мы успели сделать за выходные. Вот напилили мне этих шифера на высокие грядки. Вот. Буду в землю вкапывать я его вот по эту часть. А эта часть будет над землей. Вот. Спасибо всем за подсказку, кто подсказывал, что можно сделать с шифером. Хорошая идея с грядками. Приедет ко мне на майские праздники мама, и мы будем с ней делать высокие грядки. Значит, вот еще рассказываю, что мне успели сделать. Помните, я рассказывала про слив, который тек под фундамент дома. Вот здесь мне сделали, значит, прокопали траншею, положили трубу. Вот. И вот эта труба, она идет подальше от дома. Сейчас мы покажем с Белочкой. И вот здесь вот она вытекает в бочку, в которой есть отверстие. Вот там напилили в ней отверстий. Внизу на дне и по бокам. Здесь вот этот шифер накидали, чтобы у нее было расстояние от земли. Вот здесь все будет засыпано землей. Бочка будет закрыта крышкой. Труба будет утеплена. Я жду, когда ко мне утеплитель с Wildberries приедет. Потом все это траншею закопают. И будет у меня слив кухонный со стиралки и с мойки вот сюда. А не под дом, как было раньше. Вот здесь вот вытекала вода. Вот видите, бывшая траншея старая. И вот сюда она прям вот вытекала под угол дома. Это было вообще, ну неправильно, мягко говоря. Вот. А еще я, благодаря вашим советам, пересадила деревья немножко. Вот черную черешню оставила на своем месте. Желтую черешню я посадила на место шелковицы. И шелковицу я посадила вот сюда. То есть у них расстояние где-то между друг другом 3 метра точно. Кроме того, в предыдущем видео я забыла сказать, что все деревья эти привиты, да, они не будут расти такими большими, как на юге. Вот здесь вот, смотрите, место привоя. Привой низкорослых деревьев у них, понимаете? Они адаптированы под местный климат и прививаются, и поэтому они растут. Вот здесь тоже привой. Вот сейчас попробую одной рукой снять. Вот у этой черешни тоже привита черенок. И шелковица, соответственно, тоже она привита. Посмотрите, вот эти веточки сверху, это привитые веточки на кустарниковое дерево. То есть она не будет огромной такой высокой, как на юге в Краснодарском крае. Вот, она не будет давать столько тени. Вот меня все пугали, что деревья будут большими. Нет, друзья, у нас климат немножко другой. И деревья будут по-другому расти. Вот. Ну, а грецкий орех я, конечно, пока оставила. Я еще пока не знаю, куда его пересадить. Думаю, придумаю, пересажу, покажу вам, куда передумала. А может быть, и даже здесь оставлю. Здесь вполне, мне кажется, ему место, потому что смотрите, сколько травы. Я бы не хотела, чтобы здесь вот так много травы росло. Вот. Вот смотрите, здесь очень много сныти взошло за ночь. За ночь, буквально, да, буквально за ночь. Потому что как только прошел дождик, тут же все покрылось травой. В общем, я думаю еще насчет грецкого ореха. Возможно, его пересажу, а возможно, оставлю. Вот здесь, значит, я мульчу, которая у меня оставалась после осенних уборок, я ей прикрыла малину, потому что между малиной здесь очень много крапивы растет. Вот, и чтобы с этой крапивой не мучиться, не выкашивать ее между малиной, я укрыла мульчой, чтобы крапиве не было возможности даже прорасти вот сквозь эту мульчу. Вот, сейчас покажу. Вот здесь вот у меня лежала компостная куча с прошлой осени. Смотрите, здесь ни травинки нет, а вот здесь вот по границе вот этой кучи трава взошла мгновенно. Поэтому я вот укрыла малину. Ну, конечно, это еще не все. Я буду еще чистить участок, собирать сухостой и укладывать между малиной, чтобы тут не рос сорняк. Вот, смотрите, Буся гуляет по огороду. У меня пока ничего не посажено. Вот здесь на этом месте я планирую высокие грядки посадить, поставить. Вот здесь будет у меня их очень много. Вот, в общем, вот эту вот яблоню немножко мы вчера подпилили мне бензопилой, потому что она была прям вся изросшая. Под ней я почистила мусор, здесь теперь так чистенько.
Вот здесь еще мне спилили маленькое деревце, оно было сухое абсолютно все. Но после него остался вот такой вот росточек, я его оставила. Посмотрим, что из него вырастет. По-моему, это была яблонька маленькая. В общем, я пока снимаю, хожу тут с белкой в одной руке. Она вырывается, блин, еле держу ее. Вон там мама Буся что-то копает. Буся помогает окучивать грецкий орех. Она прям повадилась сюда ходить в туалет возле грецкого ореха. Не знаю, зачем она это делает, но посмотрите, как она старательно удобряет мне грецкий орех. Я не знаю, зачем она это делает. Прикольная кошка такая. Наверное, все-таки надо оставить его здесь, потому что Буся говорит, что здесь надо. Ну и по участку немножко мне попилили деревьев, которые уже совсем сухие, которые уже все видно, что почки на них не набухли, которые были поваленные. Вот смотрите, сколько веток с яблони, только с одной мы спилили. Вот еще. Вот сколько всяких дров. Вон там дрова за баней лежат. Ну, короче, очень много всего. Сейчас еще туда пройду. Попробую. Вот этот крыжовник, кстати, я его немножко почистила. Немножко приподняла ему веточки. Он хотя бы оживать стал. А то он прям был прибит этой травой весь. Бедный. Я его немного ветки вычистила. Ну и вот здесь еще мне попилили дров. Вот эти ветки. Это спиленное дерево сухое. Оно уже прям уже упавшее было. По-моему, 2 даже их здесь. Да, 2 дерева упавших. Вон там тоже. Ну и, конечно же, много сухостоя. Я еще не успела его убрать. Я его потихоньку убираю, насколько у меня времени хватает. И из него делаю мульчу. Ну, то есть застилаю те пространства, где у меня очень много растет сорняка, и где его сложнее всего будет выкашивать. Ну, например, возле кустарников. Вот. Также я выкапываю корни крапивы, корни лопухов, которые вижу рядом с кустарниками. Ну, в общем, вот так потихоньку делают что-то мне. Где-то я сама, где-то мне делают. Вон, смотрите, сколько дров. Вчера так устала. У меня прям ног даже не чувствовала просто. Вон Буся бежит. Бусечка, она так любит бегать. Малина уже начинает заниматься. Вот она уже листочки начинает давать. Ой. Вот Буся идет. Буся счастливая просто ходит, бегает везде, носится, на деревья лазит. Хозяйка уже себя тут чувствует. Ну, в общем, вот так вот я укрываю малину, чтобы не росла крапива. Вот тут есть кусочки, которые я еще не успела укрыть, но это будет по мере того, как я буду собирать сорняк, ну, сухостой точнее, выкашивать траву, и я буду все это, всем этим укрывать. Те места, где у меня очень много растет сорняка, чтобы он не рос, короче. Вот здесь мне тоже, вот видите, вот эти палки, этот шифер, здесь мне разобрали разломанный виноградник, был построен. Он был весь от сугробов покосившийся, поломанный. В общем, мы здесь все вытащили. Будем строить новые палки, на которые я буду привязывать виноград. А то он уже полез на провод, который ведет от бани до дома. Вон даже черная смородина начинает наклевываться. Вот чеснок, смотрите, какой у меня уже зашел большой. Красота. Прям глаз радуется. В общем, жду не дождусь майских праздников, когда будет возможность уже делать высокие грядки, высаживать мою любимую клубнику и остальные культуры ягодные. И остальные культуры овощные, ягодные и так далее. Вот. Много чего предстоит посадить на майские. Я даже купила небольшой парничок такой для помидоров. Пусечка. В общем, пойдем мы с Белкой дальше гулять. А то она уже вон завидует маме. Смотрите, завидует. Мама ходит по улице сама. Ее никто не трогает. А Белочь завидует, что она на ручках, а мама ходит. В общем, пойду я немножко на травку выпущу, пусть она травки поест. Белка стала активно есть траву. Я не знаю, витаминки, наверное, ей хочется поесть. Ну, в общем, я ее так и выношу на улицу. Даю до травки немножко поесть, чтобы она покушала.
Витаминов, наверное, каких-то не хватает ей, да и сейчас весна. Буся тоже ест траву активно. Ну вот и я и белку вынесла, дала ей травы немножко поесть. Смотрите, как она жадно кушает. Но присматриваюсь за ней, чтобы она никуда не убежала. Где-то лежит у нас шлейка кошачья, Бусина и Тришина, но я их найти не могу, а так бы на шлейке их выводила. Ну ладно, ничего страшного. Вот присмотрим, она пока покушает травы. Да, белок? Вот смотрите, как тщательно прям кушает. Вкусная травка, да, белочек? Ты мой сладкий, кушай, кушай. Скажи, витаминки мне нужны. Витаминки мне нужны. О, пришла мама Буся. Смотрит, что с ее девочкой тут. Она на нее шипит. Вынюхала ее такая, посмотрела, что это за кошечка, поняла, что своя. Смотрите, какая белка огромная уже. Больше даже Буси. Больше Буси она. Смотрите, какая она огромная. Толще и больше, да, бел? Вот. Вот так вот мы гуляем. Тут присмотрим. Комментарии. Сижу, работаю, и белка в окно все тыкалась, просилась гулять. Я взяла шлейку Буськину, одела на нее. Вот, она теперь в шлейке вместе со мной выгуливается. Да, белок? Как тебе прогулка, бел? По душе? Так просится на улицу все время, так просится. Невозможно кошке отказать. Вот сижу, работаю, белку держу. И Буся вот тут гуляет рядышком с нами. Бусечка. Бусь, ты кого испугалась? Кто там? Там Васек ходит. Или ты соседского кота испугалась? Растопила, значит, я баню. Иду мыться. Сейчас покажу, что я успела за день сделать. Вот здесь вот все кустарники плодовые. Ну, как все. Только 3 штучки мне удалось окучить. Ну, как повыкапывала я отсюда крапиву, которая под ними была. Подвязала их немножечко. Поостриглась сухие ветки у них. Вот. Ну, пока только у трех черных смородин я это сделала. Но планирую дальше и у крыжовника, у всех плодовых кустарников планирую сделать тоже так же. Вот здесь мне спилили сухое дерево еще одно возле тропинки. Вот, еще разобрали мне сломавшийся виноградник. Тут было все повалено. Вот такую вот арочку сделали. Я привяжу на нее нитки от земли до вот этой палки. И буду подвязывать виноград, который вот здесь вот так вот уже разросся. Нужно его подрезать, подвязывать, короче. Еще очень много сухих веток спиливали с деревьев. Мне помогали. Сухостои я немножко убрала вот в том конце участка. Но отсюда не видно, короче. Иду в баню мыться. Вечер уже поздно. Наконец-то дождалась этой бани. Посмотрите, сколько у меня теперь вот этих спиленных веток. Просто, я не знаю, за десятилетие, наверное, не спалить в бане. Кошмар. Вот дров напилили. Ну, в общем, хватит теперь надолго мне тут всего. Вот. Ну, потихоньку работа идет. Потихоньку я убираю сухостой. Потихоньку мульчу из него делаю. В малину еще немножко накидала мульчи. Вот так вот, такие дела, ребятки. А еще в процессе весенне-полевых садовых работ я обнаружила, что на моем участке находится очень много неорганического мусора. Мусора, который остался от людей, которые жили на этом участке до меня. Причем разного рода мусора, от пластиковых бутылок, стекол, консервных банок, каких-то тряпок грязных, пленки. В общем, масса всего. Обнаружилось
после того, как сошел снег. Я была просто в недоумении, потому что в августе месяце в высокой траве все это было незаметно. Вот, а весной совершенно неожиданно все это появилось на поверхности земли. И я пока ходила, все вот это собирала. Кстати, я еще не все успела все это собрать, но тем не менее какую-то часть мне удалось собрать. И пока я все это собирала, я для себя поняла, что буду использовать при обработке земли все максимально экологичное, то есть минимум пластика, минимум какого-то мусора, все максимально пусть будет органичным и естественным. Пойдем, Васюш. Васичка. Васичка. Пойдем. Гуляем с Васьком. Осматриваем территорию. Да, Вась? Осматриваем владение. Вот так. Ну вот, пожалуй, на этом все. Всех благодарю за внимание. Благодарю за ваши лайки, подписки, комментарии и донаты, а также полезные советы. За них я вам тоже очень благодарна. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.